Какая оливка красивая. Всем привет, дорогие друзья! Вы на нашем канале «Мы в Испании». Для вас Татьяна, Алексей. И я сегодня хочу вам рассказать ответ на вопрос нашей зрительницы, которая написала нам на почту. Она написала нам: скажите, Татьяна, Алексей, где мне лучше жить, на севере или на юге Испании? Что мне выбрать, куда мне поехать? То есть человек хочет переехать, но не может определиться с местом. Будет это север Испании или будет юг Испании? Я немножко хотела так порассуждать, но у вас есть всегда возможность поделиться тоже своим мнением и написать под видео в комментарии, что думаете по этому вопросу вы. Что выбрать? Ветра и холода на севере или куча туристов и пробки на юге? Пишите ваше мнение. Кстати, дорогие друзья, мы сейчас находимся с вами на оливковой плантации, оливковое поле. Ну, то есть, это вот я специально сюда пришла для того, чтобы создать вам аутентичную, такую настоящую испанскую обстановку, чтобы вы верили, что мы действительно живем в Испании, а не просто блаблакаем, значит, на канале. Вот. Ну, значит, давайте начнем с севера, например, да? Что такое север Испании? Можете вы открыть карту и посмотреть, где это находится и что омывается, чем омывается север Испании. Вы знаете, что там есть океан. Вот мы были и в Галисии, Кантабрии, Астурии, стране басков. Что я могу сказать, что наверное, Алексей со мной согласится, для летнего отдыха, в принципе, неплохо. То есть, когда здесь жара, вы можете летом отдохнуть, месяц-другой поехать куда-то на север и там переждать жару. Но, опять-таки, смотрите, где остановиться. Если это какой-то небольшой населенный пункт и там нету какой-то инфраструктуры, то это не очень удобно. Поэтому удобно, по нашему опыту, останавливаться в отеле, либо это апарт-отель, вы всегда накормлены, у вас убрано, и вам не надо стоять с пылесосом в свой отпуск. Вот лично для меня так. Можно остановиться в какой-нибудь захудалой квартире, где вам придется еще с пылесосом стоять, убирать, слушать соседей или там гонять муравьев, какие-то запахи. То есть я вот на это очень тоже сильно, на старые какие-то вещи, старые стены, может быть, где-то плесень, где-то что-то. То есть по мне вот лучше, если едешь на отдых, остановиться в отеле, либо апарт-отель. А если жить, ну, смотрите, мы были там и летом, и зимой. Летом можно отдохнуть в июле, в августе, замечательно. То есть хорошая природа, океан, бриз, можно какие-то туристические походы организовать. Ну, вот опять-таки лучше останавливаться где-то в большом таком месте с инфраструктурой. В отеле вам могут всегда предложить какие-то походы и так далее, накормить. Но вот мы ездили зимой, и зимой совсем другая картина. То есть мы приезжали в Хихон, я там страшно заболела. Я так не болела даже в Питере. То есть я там просто вот слегла. Зимой там прохладно, сыро, дождливо и очень сильная прохлада с океана. То есть я вот петербурженка, но я не могла перенести эту такую прохладу. Достаточно сыро, тяжело и влажно даже для меня. В связи с этим мои такие рассуждения, что, наверное, месяцок-другой там отдохнуть неплохо. И Кантабрия достаточно приятная, Кантабрийские горы, может быть, прогуляться, встретить бурого медведя в горах Кантабрии. Может быть, какие-то там вам походы организуют, с гидом можно пройтись. Ну, то есть есть что посмотреть, наверное. Для постоянного проживания, ну, наверное, раньше когда-то я говорила, ну, может быть, и можно. Но сейчас попутешествовать по Испании, по каким-то другим странам, я говорю, что, наверное, это скучно, там проживать постоянно, дождливо, сыро, влажно, климат такой достаточно похож на, может быть, петербургский. В общем, зима там достаточно сырая и влажная, будьте к этому готовы. Соответственно, жилье надо выбирать, соответственно, в общем, учитывать этот фактор. Ну, а если мы перейдем уже к югу Испании или юго-восток, где мы проживаем, зима хорошая, мягкая, дождей мало. Ну, вот в марте в этом году были дожди достаточно много, 3 недели как зарядили, так и шли. Но июль-август – это невыносимая жара, пекло. За 15 минут вы можете выжать из себя литр воды, зайдя в магазин, или получить тепловой удар, если на улице где-то в Мурсии, например, когда 42, 10 минут.
по опыту могу сказать, 10 минут хватает для того, чтобы получить предтепловой удар. Туристов тьма. Раньше только в августе было, наверное, в июле, в августе. Сейчас провинция Аликанте стоит даже зимой. Очень часто. Вот утром вы едете, допустим, в 8 утра мы ехали, там в 8, в 7:30 выезжали. Пробки еще как-то нет. Но если в 8, все. Орело Коста, Торревьеха, в сторону Аликанте, туда-обратно, Н-332. Плотная застройка ведется, просто кошмар. Я для постоянного проживания сейчас бы уже, наверное, может, даже не смотрела в этот регион. Торревьеху так уже в нее впихнули риэлторы, столько людей, было 83 тысячи. Сейчас, я думаю, вся соточка есть. Там припарковаться негде, там плотно очень, в магазинах пробки, в Лиделе уже даже продукты, зайдешь вечером, хлеба нет. В общем, много туристов, много людей переехали на постоянное место жительства в ту же Торревьеху, и Аликанте тоже наполнился, ну, просто толпы. То есть надо быть готовым к тому, что там будет большая толпа туристов, жара в июле, в августе невыносимая, ну и все отсюда вытекающее. Здесь немножко, наверное, не продумано, потому что дорожка остается узкая, Н-332 трасса, уже пробки даже зимой, а достаточно много нового строительства идет. Ну, мне так кажется. Хотя вот официальные источники утверждают, что недостаток нового жилья. Хотя мне кажется, что вот в нашей локации переизбыток, слишком плотно все, вот нагромождено, каждое место, береговую линию занимают вот этой вот новой стройкой. Поэтому пробки стоят, я думаю, что летом будет еще больше. Когда сдастся это жилье, вообще, наверное, все встанет. То тут, наверное, надо... И, кстати, у нас сейчас уже опреснительная станция рядом, и там круглосуточно, что непривычно для Испании, и в выходные дни, и в праздники, и в дождь ведутся работы. Видимо, не хватает, что, Алексей? Даже в День Отца работает. Даже в День Отца. Видимо, не хватает воды, ну, вернее, спрогнозировано, что будет не хватать пресной воды, поэтому они вот ведут какие-то работы, там написано, что вот расширяется, да. Поэтому, да, пробки, цены, соответственно, магазины, напряжение в этом. В госпиталь едешь, припарковаться негде, народу, конечно, много. Увеличились очереди ожидания к каким-то специалистам. Ну, проверено на собственном опыте, ну, кроме ургенции, скорой помощи. Ну и, соответственно, вот такие у нас на побережье творятся новости. Да, зима здесь хорошая и мягкая на южном и юго-восточном побережье. В июне тоже плавать очень хорошо в море. Кстати, про ядовитых рыбок не забываем. У нас есть ролик на канале, где наша знакомая пострадала. Покупайте тапочки. Рекомендуем плавать вам все-таки в защитных таких тапочках. И в связи с этим, конечно, идет подорожание недвижимости. Недвижимость выросла в цене, цены на коммуналку растут, на продукты в 2 раза у нас средний чек вырос. В магазинах народу тьма, рестораны тоже бывают переполнены. Ну, в июле, в августе я бы отсюда рекомендовала вообще уехать. И не обязательно на север Испании, можно Финляндию, Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, Норвегию, Швецию, то есть куда-то, где прохладней, масса красивых стран. Что упираться-то там, в Галисию или в Кантабрию. Я уже даже не знаю, где лучше, на севере или на юге. Все зависит от ваших личных предпочтений, что вам нравится, какой климат вы любите. Кто-то там залип на севере, кто-то говорит, что юг лучше. Цены вообще в Испании подросли за эти 7 лет, что мы здесь проживаем. И на рынках, и в магазинах, и коммуналка, и недвижимость. Поэтому все от ваших личных предпочтений зависит, наверное. И какой климат вы больше любите, и так далее. Но вот зима для меня на севере – это не вариант, потому что я очень сильно заболела. Там очень холодно, влажно, сыро. И у меня уже, я даже когда вспоминаю сейчас про Хихон, знаете, зимой, то есть я вообще, меня даже трясти начинает, потому что я так заболела, как я не болела, наверное, вот с детства. В Питере даже, несмотря на то, что у нас очень сырой ведь климат, да, вот, поэтому в Питере был. И, в принципе, вот так. А юг в июле, в августе то же самое, жара.
Ну, а мы, дорогие друзья, определяемся. Вот я еще думаю, где мне лучше, на севере или на юге. Может, прямо здесь под оливками остаться? Смотрите, какие они красивые. Еще пока нет. Оливковый. Ну, я имею в виду оливковые деревья. Очень красиво. Сейчас у нас март месяц, конец. Оливочки уже собрали. Вот тут мы прочитали, что поле это продается. Испания вообще, она уникальная страна. Можно купить оливки целым полем. Покупайте, делайте оливковое масло, ешьте, маринуйте, солите. Давайте в кооператив. Получайте удовольствие. Я Испанию люблю, мне здесь нравится, но ведь вы знаете, когда любишь что-то, хочется, чтобы это было еще более лучше, совершеннее. И многие города вот показывают в таком красивом виде на каналах. Мы и сами много красивого показывали. Но есть супер такая праздничная какая-то такая, знаете, обертка какого-то города или места. А есть упаковка, да. А есть настоящая реальная жизнь. Вот тот же город, который недалеко от нас находится, город Тривьехо, он сейчас переполнен, очень много людей там живет, большие пробки, люди разных национальностей. И обычно всегда все показывают красивую набережную, фонтан, площадь, Чуррасерию. Но если показать улочки, которые идут вглубь, с мусорками на дорогах, какашечками, описанное что-то, пахнет не очень, исписано, сломано, то вообще просто вот... можно вот реально походить по городу, если вам так интересно, мы будем, может быть, и реальные какие-то вещи, хотя мы и так показывали всегда реальные вещи. Вот я хотела сказать, что есть красивая картинка, а есть реальная жизнь. Вот если реально рассуждать, то, наверное, и на севере есть хорошее, и на юге есть хорошее. Но всегда надо смотреть это все своими глазами, потому что если вы просто смотрите какую-то картинку, это чей-то чужой взгляд на эти вещи, и, может быть, человек показывает вам только хорошее, но проходит мимо чего-то, что вам будет неприемлемо для постоянной жизни. Поэтому, выбирая жилье для постоянной жизни, вам нужно просто поснимать в аренду, наверное, и определиться, что вам хорошо, что лучше, что хуже, что вам нравится, не нравится, и тогда сделать какой-то свой вывод. Можно жить и на севере, и на юге, и в Мадриде, и в Каталонии, и в горах, и в какой-то другой стране. А в Испании она уникальна. Здесь есть все, и можно путешествовать, можно найти свое прекрасное место, и также можно путешествовать в соседние страны. Это уже замечательно. Мы вот сейчас общаемся с разными людьми, и кто-то путешествует сейчас вот в Марокко съездил с путешествием, девочки знакомые слетали и в Англию, в Лондон, и посещали и Францию недавно совершенно. То есть люди летают, люди смотрят, люди как-то вот путешествуют. Поэтому никогда не доверяйте чужому мнению, всегда прислушивайтесь к своему и собирайте свою собственную информацию, свой собственный опыт. Я надеюсь, что это вам видео полезно и интересно. Опять-таки учтите, что это лично наш опыт, лично мой опыт. Вот на собственной, как говорится, шкуре проверенный. Я и здесь получила в Мурсии 42 градуса в июле, такое предтепловое немножко по голове. И заболела в Хихоне зимой, то есть тоже, знаете, от океана заразилась, видимо. Вот, поэтому это лично мое, проверено. А что у вас, это будет ваша история проживания в Испании или путешествия по Испании. А может быть, вы этим с нами поделитесь. Мы всегда рады. Но я вам желаю найти свое место, где вам будет комфортно и приятно. Поэтому вот такой мой ответ на вопрос зрительницы, где лучше в Испании жить, на севере или на юге, и вообще как там на севере и на юге, какая-то разница может быть. На этом, наверное, все. Ну, не забывайте писать свои комментарии. Если вы подпишетесь на канал, мы будем рады вас видеть здесь. И обязательно можете поддержать нас лайками, а можете и нет. Увидимся вновь. Чао, адьос, амигос, пока-пока.